Когда старик по имени Алексей вернулся с фронта, он не знал, что его жизнь возьмет неожиданный поворот. После многих лет одиночества и тяжелых воспоминаний он решил заняться чем-то значимым. Он работал в приюте для детей, где и познакомился с тремя малышами, которые были глухи от рождения. Их мать погибла, а отец исчез, оставив детей без защиты и заботы. Алексей сразу почувствовал, что эти дети нуждаются в нем. Он не мог оставить их в таком положении. Поэтому, несмотря на свои собственные трудности, решил взять их в свою семью. С каждым годом Алексей все больше и больше отдавал им свою любовь и заботу. Он учил их языку жестов, окружал теплотой и вниманием, как настоящий отец. Он показывал им, как важно не сдаваться, не смотреть на недостатки, а искать силы и радости в том, что есть. Он старался создать для детей лучшие условия, не только в плане безопасности, но и в эмоциональном плане. Ведь, несмотря на их инвалидность, они были такими же детьми, как и все остальные. С мечтами, стремлениями, радостью и трудностями. Когда они стали подростками, Алексей осознал, что им нужно больше, чем просто любовь и забота. Он собирал деньги, вкладывался в их будущее. И вот спустя долгие годы, когда дети были уже взрослыми, старик накопил достаточно, чтобы подарить им самое важное — возможность слышать. Он купил слуховые аппараты, и день, когда они впервые услышали мир, стал для всех самым волнующим моментом их жизни. Дети впервые услышали голоса друг друга, смех, музыку, звуки природы. В их глазах было такое счастье, что Алексей едва сдерживал слезы. Прошло 20 лет. Время неумолимо шло, но дети стали взрослыми людьми. Они научились понимать и ценить все, что старик для них сделал. Они стали добрыми и любящими, а их жизнь наполнилась смыслом. Но самое важное, они никогда не забыли о том, что их старик дал им не только слух, но и настоящее семейное счастье. И вот, спустя 20 лет после усыновления, дети решили отблагодарить Алексея за все его усилия и любовь. Они купили ему дом на берегу моря, о котором он так часто мечтал, но никогда не мог себе позволить. Дом с огромными окнами, откуда открывался вид на бескрайнее голубое море, с тихим, умиротворяющим шумом волн. Когда Алексей увидел дом, он не смог сдержать слез. Он обнял своих детей и сказал: «Вы подарили мне все, о чем я мечтал. Вы сделали мою жизнь настоящим чудом». Он знал, что его жизнь была полной, несмотря на все испытания. Все эти годы, несмотря на трудности, он не ощущал себя одиноким, потому что у него были дети. Его дети, которые выросли в самых добрых и любящих людей. Теперь он был стар, но счастлив. И не было большего счастья для него, чем видеть своих детей, которые нашли свой путь в жизни и подарили ему дом на берегу того самого моря, о котором он мечтал. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.